сегодняшнем видео давайте поговорим о конденсаторных широкомембранных микрофонах. Фирма CAT, два представителя, i100S, а также i300S. Разберемся в их отличиях и послушаем примеры звучания, друзья. Я рад приветствовать вас на канале «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Ситуация с CAT достаточно интересная, потому что у этой фирмы есть откровенно неудачные микрофоны. И, напротив, есть модели, которые по соотношению цена-качество превосходят своих конкурентов. Кстати, в сегодняшнем ролике мы послушаем не только эти два микрофона, но и сравним их звучание с еще одной моделью другого производителя в том же самом ценовом сегменте, но этого производителя пока что его имя я оставлю в тайне. Поговорим по очереди о каждой модели. Сейчас, например, вы слышите, как звучит i100. Усиление мы даем 44 дБ, подаем фантомное питание, естественно, потому что это широкомембранный конденсаторный микрофон без внешнего блока, которому нужно фантомное питание. И пока мой голос вы слышите через этот микрофон, я предлагаю поговорить о втором микрофоне, потому что он не водружен на пантограф, и нам будет очень удобно его вращать по сторонам, рассматривать его большой размер. Кстати, в его большом размере скрыты не только комплексы производителей, возможно, и потенциальных покупателей. Здесь применено конструктивное решение, достаточно интересно, которого нет здесь. Это питание микрофона, до которого мы доберемся и о котором мы еще с вами успеем поговорить. Ну, прежде всего, комплектация. В какой комплектации идут оба микрофона, и там у нас есть кейсы для переноски и безопасного хранения, причем они отличаются. У одного микрофона кейс деревянный, у другого такой пластмассовый полноценный чемодан для переноски и транспортировки. В частности, по комплектации 300-го микрофона у нас есть такой держатель в виде паука. Это виброразвязка. Сам микрофон, он имеет несколько различных переключателей по управлению, которые вынесены у нас на корпус. Первый переключатель — это аттюнятор. Здесь фиксированное ослабление сигнала на 20 дБ. Что это нам дает? Если мы этим микрофоном пользуемся для записи, допустим, какого-то достаточно громкого музыкального инструмента, например, если речь идет о записи гитарного усиления, о бас-бочке или о басовом усилении, то с помощью аттюнятора мы сможем снизить уровень, избежать перегрузки на этапе входа сигнала на микрофон, на этапе приема сигнала, наверное, так будет правильнее, и получить чистый звук в итоге в нашей с вами рабочей станции. Второй переключатель — это срез низких частот, так называемый фильтр высоких частот. Он позволяет срезать ненужную низкочастотную составляющую, например, если у вас есть бубнение, например, если вы записываете музыкальный инструмент, и низкочастотная составляющая этого музыкального инструмента вам на записи не требуется, используйте low-cut, он здесь присутствует. Да, кстати, я оговорился про инструменты, и стоит на этом сделать ударение. Сегодняшние оба микрофона, они многопрофильные, то есть они не только для записи и работы с вокалом, но с помощью них можно также записывать достаточно большое количество музыкальных инструментов, для чего обычно и применяются широкомембранные микрофоны. Далее, отличие этого микрофона от сотого, до которого, я напомню, мы доберемся чуть-чуть попозже, это смена направленности, потому что у сотого направленность фиксированная. Здесь на выбор переключатель нам дает сразу три направленности. Это кардиоида, это круговая направленность и это направленность восьмерка. Напомню, что здесь направленность одна. Когда мы будем тестировать этот микрофон, мы послушаем его в различных вариациях направленности. Следующий переключатель достаточно необычный, и на самом деле такую фишку я вижу впервые. И когда я увидел этот переключатель, он меня вогнал немножко в ступор. Я пошел в интернет и решил найти, за что же он отвечает. Как оказалось, этот микрофон можно раскрутить. И внутри установлены две батарейки типа Крона. Они нужны для того, чтобы питать этот микрофон. Чтобы этот микрофон мог работать без фантомного питания на протяжении, производитель указывает, до 6 часов. Достаточно интересно. То есть вы понимаете, этот микрофон в принципе можно подключить к какому-то устройству на запись, которое не дает фантомное питание, и спокойно работать вы получите все тот же самый звук. Можно поставить туда источники питания перезаряжаемые, то есть в принципе, подавая сюда фантомку по XLR проводу, мы будем с вами дополнительно заряжать
батарейки, которые будут стоять внутри. Но опять же, нужно соблюсти некоторые особенности. Во-первых, при зарядке нужно обязательно переключатель выключать, чтобы микрофон у нас как бы не работал. Ну и батарейки нужно использовать особого типа, которые предназначены для подобных манипуляций. Все это указано в инструкции, так что перед тем, как начать работать, перед тем, как испытывать, как же этот микрофон работает от батареек 9-вольтовых, а речь идет именно о кронах, которые устанавливаются внутрь, я советую вам все-таки ознакомиться с руководством. Ну и опять же, да, если смотреть внешне, то это размеры и сетка, которая скрывает достаточно большую мембрану, установленную внутри. Передняя часть у нас покрыта таким более золотым цветом. Задняя, тыльная часть у нас черная. Достаточно удобно, чтобы не перепутать, куда петь исполнителю. Перешли на 300-й кат. Должен расшириться, кстати, у нас частотный диапазон, потому что для этого микрофона частотный диапазон от 20 Гц до 18 кГц, тогда как для предыдущего сотового микрофона от 40 Гц до 18 кГц. Ну и, возможно, изменилось звучание, хотя, судя по всему, капсуль и тут одинаковый, но не факт. И если вы услышали изменения в звуке, то обязательно напишите об этом в комментариях. Напомню, что сейчас здесь мы используем обычную кардиоиду. Никакие дополнительные переключатели у нас не задействованы. Максимально прямой и максимально необработанный даже средствами микрофона звук. Итак, поговорим об этом теперь микрофоне. Выглядит он следующим образом. Здесь также, кстати, имеется виброподвес. Выполнен на резинках. Достаточно интересно. В принципе, он, как это сказать, интегрирован в сам микрофон, то есть без него, скорее всего, этот микрофон вы использовать не сможете. Интерес представляют и два переключателя, которые мы с вами найдем на корпусе. Это тот же самый аттенюатор, но теперь на 10 дБ. Зачем он нужен, я сказал вам чуть-чуть раньше. И срез низких частот, который также можно задействовать во время работы. Что интересно, сетка здесь также окрашена. Спереди мы имеем светлый окрас, сзади сетка более темная, чтобы понимать, как именно этот микрофон правильно позиционировать по отношению к вашему исполнителю. Если здесь у нас была несменная суперкардиоида, то здесь у нас сразу три направленности. Напомню, что сейчас мы работаем на кардиоиде, я могу переключиться на круг, и вы послушаете мой голос, как он звучит на сферической направленности. Мы перешли на сферическую направленность, наш звук должен поменяться, и если я начну перемещаться по отношению к микрофону, вы сразу же услышите, что в данный момент действительно у нас работает сфера. Ради интереса я могу попробовать немного прокрутить микрофон и поговорить в него. Говорю в ребро микрофона, при этом у нас работает сфера. Попробую поговорить в тыльную сторону. Говорю в тыльную сторону микрофона при работе сферической направленности. Возвращаюсь на переднюю сторону микрофона, по-прежнему работает сфера. Перейдем на восьмерку и послушаем, как работает направленность восьмерка. Направленность в виде восьмерки, то есть микрофон у нас захватывает звук как спереди, так и сзади, при этом идет ослабление по бокам. Давайте послушаем, это передняя часть. Микрофон я развернул, и сейчас, по идее, мой голос находится в слепой зоне. То есть там, где, в принципе, микрофон у нас не работает. Я вернулся в зону действия восьмерки, но теперь я нахожусь как бы на отрицательной стороне направленности. Тем не менее, мой голос вы по-прежнему должны слышать. Именно этим самым способом, именно этой самой направленностью пользовались в студиях звукозаписи когда-то давно, чтобы записывать джазовые квартеты. С восьмерки я предлагаю перейти снова на кардиоиду и также развернуть микрофон и послушать, а чем же направленная направленность, прошу прощения за тавтологию, отличается от того, что мы слышали с вами до этого. Мы вернулись на привычную кардиоиду, теперь мой голос максимально сфокусирован, и если я прикручу микрофон,
то вы слышите, что мой голос, он остался где-то далеко-далеко позади. Сейчас микрофон снимает комнату, вернее, отражение от наших стен. И так лучше в своей работе не поступать и позиционировать микрофон правильно, особенно если он работает в кардиоидной направленности. Мы с вами вплотную приблизились к тестам, и это замечательный момент, чтобы представить третий микрофон, с которым мы и будем сравнивать сегодняшние кады. Это Люит. Так нами любимый Люит с большим количеством по выбору направленностей, так же, как и на этом микрофоне, но для чистоты эксперимента, поскольку здесь у нас направленность несменная, мы также будем использовать кардиоиду. Послушаем один микрофон, второй микрофон, третий микрофон, сделаем монтаж в стык и сравним их звучание. Обязательно слушайте очень и очень внимательно, потому что в комментариях я, как всегда, попрошу вас написать, а какой именно микрофон вам понравился больше и чем. I got my eyes on you. You everything that I see. I want your heart, love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your heart, love and emotion endlessly. 'Cause you're the good girl, but you know it. Your ex so different around me. 'Cause you're the good girl, but you know it. I know exactly who you could be. Just hold on to going home. Just hold on to going home. It's hard to do things alone. Just hold on and going home. And going home. До момента снятия этого ролика и до момента записи теста, который был чуточку раньше, я был готов получить от кадов любой результат. Но, признаться, эти микрофоны, они показали не самое худшее. То есть не то, что я изначально от них ждал. Что странно, например, нам вместе с вокалистом больше по звуку понравился именно 100-й кад. Но 300-й тоже имеет очень интересный характер звучания, и было очень интересно сравнить их с Люитом, который, на наш взгляд, дает более собранный и более плотный звук даже без дальнейшей обработки. Но что думаете вы по этому поводу? Свои мысли обязательно напишите в комментариях. Возможно, вы расставите небольшой топ. Какой микрофон занимает первое место, второе место, третье место. Какой микрофон понравился больше, какой меньше и почему. Развернутые ответы я очень и очень буду ждать от вас внизу в комментариях. Напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что здесь мы с вами говорим про аудио. И напоминаю, что за мной штатно вы можете следить в моих соцсетях. Все ссылки прямо сейчас вы видите у себя на экране. Друзья, ну а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Будет интересно. Еще разочек сюда же. Давай все заново. Да. Определенном направлении у микрофона. И даже если... Давай стопаемся, все классно, начнем с приключений. Все, хорошо. Тут вообще это монтажно все делать, а не лайв. Все, окей, хорошо. Все, стоп, замена батареи.